Всех приветствую. Город Талдыкурган. Это конечная остановка. Здесь маршруты пятерка и 12 здесь останавливаются на отстой. Конечная остановка пятерки и 12 маршрута. Район новостройки. Это в сторону областной больницы. Здесь вот она недалеко, областная больница, взрослая областная больница, детская, кардиология там дальше, кардиологический. Вот это конечка, обзор. Видите, здесь столовая была раньше, а сейчас нет. Сейчас одни стены остались. Асхана. Была асхана, теперь нет. Каркас один остался, железные двери. С двух сторон остались железные двери. Вот туалет есть, это само собой. Такой уличный туалет, аккуратно здесь все это прибрано. Район хороший, здесь дома, такие особняки, красивые постройки. Это находится по улице Пушкина, конечка. Улица Пушкина. Смотрите, какие дома красивые, ухоженные. Вот смородины, куст черной смородины. Вот цветет вовсю, в цвету. Куст смородины, земля уже вот зеленеет все. Позеленело. Деревья распускаются. Все у нас как уже. Если вот так пройти, видите, прямо по этой улице Пушкина, то прям выйдешь на вот это здание жилое, старое здание. Старое жилое здание, четырехэтажное. Ну, оно, видите, как удлиненное такое. Его еще прозвали Титаник. Титаник. Здесь все это. Когда это здесь обзор делала, тогда дворовая площадка была старая здесь. Устаревшая, ремонта не было. Сейчас мы, видите, ремонт сделали, дорогу, асфальт проложили. Игровая зона. Короче, все дела. Беседка здесь даже есть. Вот. Посидеть можно. Посмотреть на Титаник. Так, села сюда это передохнуть. Здесь одна женщина, видимо, живет в этом Титанике. Видимо, ей не нравится, что я снимаю Титаник. И мне объясняет, как бы я должна у домкома спросить разрешение на видеосъемку. Я одного не могу понять, а что здесь такого, если я буду снимать? Я же в дом-то никому не вхожу.
В дом не вхожу, никому не прошусь, ничего. Я сама по себе здесь села. Вот, например, может, мне нравится этот Титаник дом. Ну, потому что необычное это. Вот эти коридоры, они как бы, видите, расположены не внутри здания, а снаружи. Снаружи здания вот эти вот проходные коридоры. Это необычный дом, наверное, единственный по городу. Вот то, что я хотела сказать. А что в нем тут такого запретного, чтобы снимать, я вот это и не могу понять. Почему люди так критично относятся к видеосъемкам, а то, что их вокруг да около снимают везде, куда ни сунься, в любой организации, хоть по дороге, хоть по городу, везде камеры напичканы, вплоть до туалетов. Это они не видят, что интересно. А так начнешь это по телефону, там чисто о своем рассказывать, почему-то все видят негативы там, вот что меня вот это поражает. Вот этот дом сам как бы по себе так необычно вообще так. Пройдусь на ту сторону. Так, ну не нравится, что я снимаю, пойду на другую сторону поснимать. А снаружи даже вот кресло вытащили. Сидят здесь, отдыхают, там покуривают. Такое умное решение, как бы. Кирпичный дом. На обратной стороне. Вот с этой стороны гаражи находятся. Так, ну здесь вот эта табличка, ведь ржавая она уже, это здесь то, что было написано, не видно. Толком не видно название, только номер дома. С этой стороны балконы, видите, уже отделенные балконы. И все, до половины дома, кажется, а дальше нету уже все по-другому, как по обычному. А та сторона, видите, какая совсем по-другому, необычайно сделана. Внутри тоже есть как бы общий коридор. Так, вот он подъезд. Так, отошла уже от этого здания. Иду дальше. Здесь рядом двухэтажки вот такие старинные. Хрущевские здания. Железнодорожный мост. Здесь трасса. Дорога ведет в это Искельдинский район, туда Карабулак, в Текеле дальше. Это дорога. Мост объездной дороги через весь это. Объездная дорога через город. Автомобильный мост. Очень высокий, ну очень высокий мост. Даже не знаю, сколько метров высоты.
Под мостом вот такое это и место как бы. Здесь видно, что лежали, там плед лежит. Плед, одеяло. Здесь тут ночует. Столько бутылок, боже мой. И под этим большим мостом. Поднялась на мост. Это объездная дорога через город, объезд. Вот туда. Производственные организации. Здесь написано ТО ТК Метакон. Обзор с моста. И туда вдаль уходит. Мостом, видите, рельсы, здесь стрелка, направление движения меняет. Здесь велосипедисты ездят, спортсмены. По объездной трассе ездят велосипедисты. Сейчас здесь скоростная трасса. Вот так уже прошлась через этот мост и сюда завернула. Может, вы начнете осуждать, это ваше право, а для меня это как бы прогулка. Надоедает ходить по одному и тому же маршруту, прогуливаться. Охота где-нибудь в другом месте, где не был, где не ходил, не видел, не знаешь, где что находится. По тем местам, где не был. Вот мне охота по таким местам прогуливаться, ходить, смотреть, видеть, наблюдать за этим всем, что у нас есть в городе, ну и все такому подобное. Как наш город кипит, развивается, движение. А по одному и тому же месту там ходить, прогуливаться, там вечерняя прогулка есть, там утренняя прогулка. Я не хожу. Уже до того приело одно и то же место топтать. Охота вот по нетоптанным местам, краям что-то новое для себя открывать. Вот еще один мост. Как бы двойной мост получается. Это я оттуда прошла тот мост. Теперь вот видите, это второй мост. Тут как бы объездная, видите, трасса, дорога объездная. Вышла на другую трассу. Большое желание, конечно, уехать
в другие районы, области уехать, в другие страны. Очень огромное желание уехать из страны. Не имеется в виду, что совсем уехать, нет, путешествовать. Вот так же путешествовать, смотреть, видеть, что есть у других, как люди живут в других странах, увидеть земли, людей, края, места, богатые природой, богатство другой страны, красоты увидеть. Вот такая большая мечта. Это я еще вообще из страны не выезжала. Так что в скором будущем, я так надеюсь, что эта мечта у меня осуществится. Поддержите лайками. Поддержите мой канал лайками, подпиской. Напишите в комментарии, а где вы были, ездили, куда ездили, какие места, какие страны посетили, где можно, куда поехать. Бюджетно, правда. Бюджетная, как бы, меня интересует поездка. Меня больше интересует поездка не по вот этим туристическим, ну, путевкам. Покупают же там за такие цены туристические путевки дорогие. Нет. Меня больше интересуют поездки, как бы, путешествия дикарем. Называют же дикарем, но самостоятельно. Самой поехать, полететь и странствовать, путешествовать, как бы. Талдыкорган электросеть здесь находится. Знак стоит. Электросеть строй. ТЭС. Вот там находится. Почему я выбираю не по путевкам туристическим, а самостоятельное путешествие? Потому что самостоятельное путешествие ты больше узнаешь, ты самостоятельно ездишь, летаешь своим ходом и расспрашиваешь людей, познаешь больше, видишь больше. Самостоятельно ты можешь направление свое менять, маршрута, поездки, там, хождения, больше увидишь. А по таким туристическим путевкам там целенаправленно. Вот что тебе покажут, и все, то, что расскажут, все, больше ты ничего не увидишь. Там все сжато, кратко. Все. Ну, там нужно уложиться на определенную сумму, на определенные дни. Там на 5 дней, на 7 дней. Все то, что по программе расписано, что куда съездить, что увидеть, где поплавать, где ходить можно. И все. Ограничения, как бы. А когда самостоятельно, ну, сами поняли. Частые ветра у нас. Ну, у нас сейчас теплые ветра дуют. Часто бывают ветра. Поэтому на этом я буду завершать свой небольшой обзор. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всем пока. Все интересное, все впереди. Не пропустите.